So, good afternoon, everyone. I hope many of you will join us today. Добрый день всем. Я надеюсь, многие из вас присоединятся к нам сегодня. I had this presentation last year in Moscow at a seminar. В прошлом году я уже делал эту презентацию в Москве на семинаре. And I think this topic is a really important one for breeders and anyone related to breeding. И я считаю, что эта тема очень важна для заводчиков и для всего связанного с разведением. And that's why we decided to repeat this presentation, and this is an extended version. И именно поэтому мы решили повторить эту презентацию, и это расширенная версия. So if any of you were present at that conference, you will get some new ideas, some extra ideas. И для того, чтобы провести эту презентацию, я добавил несколько новых идей, которых не было раньше. And I do hope that we have some people in the audience who are related, not breeding, but animal welfare. И я надеюсь, что среди наших слушателей есть люди, которые связаны не только с разведением, но и с благополучием животных. Because there are some really serious misunderstandings related to breeding and purebred dogs, and that's what we would like to sort out today. Потому что очень много недопониманий, связанных с разведением чистопородных собак, и именно об этом мы будем говорить сегодня. So I'm sure that you already seen this artwork. It was part of the FCI campaign. Я надеюсь, я уверен, что вы уже видели этот плакат. Это часть компании FCI. And it contained the 5 Ps. И он состоит из 5 частей. The purpose, passion, preservation, predictability, and pride. Цель, страсть, сохранение, предсказуемость и гордость. And I do hope that we can, after this lockdown period, we really can go on with campaigns related to breed preservation. И он очень надеется, что после того, как вот этот карантин закончится, мы можем продолжать развивать эти кампании, связанные с сохранением пород. Because it is a really current problem in many countries for many kennel clubs and breeders. Потому что это действительно очень большая проблема во многих странах, связанная с заводчиками и разведением. The major question, if we are talking about breeds at this moment, at the very beginning of my presentation, is that if you are a breeder, can you explain to others why it is important to have... Основной вопрос этой презентации и, собственно, всей компании. Если вы заводчик, можете ли вы объяснить другим, остальному миру, почему это важно? Because, okay, it is important for you that you are breeding the breed you are interested in and enthusiastic about. But what about the outer world, decision makers, politicians, etc.? Да, все понятно, это важно для вас, разведение тех пород, которые вам нравятся и в которых вы заинтересованы. Но что о тех, кто принимает решения, о тех, кто занимается политикой, об остальном мире, который, собственно, судит о нашем занятии? And can you justify to those people who are making negative judgments on breeders and pedigree dogs why these dogs are important for the society? Можете ли вы найти слова, правильные слова, для того, чтобы объяснить вот этим людям, которые принимают решения и часто негативные, составляют негативное представление о чистопородном разведении, почему это важно для общества? And if we start with the question why are breeds important, I collected some common sayings I hear time to time. И начиная разговаривать о том, почему важны породы, я тут собрал общие такие наиболее распространенные суждения, почему нет, вот то, что обычно общество отвечает. The very first one is my favorite one. Первый из них мой самый любимый ответ. Anytime
I wouldn't say every time, but many times when I get into a conversation about purebred dogs, I always hear this. Ага, не скажу, что каждый раз, но очень часто, когда я вступаю в диалог относительно чистопородных собак, я слышу вот это. So some people still think that it shouldn't be a topic because all dogs can be loved. Люди говорят, что это вообще не должно быть темой, потому что все собаки могут быть любимы. Which is definitely true, but Это, конечно, правда. But this is not the question. Но не в этом вопрос. And life is a bit more complicated and complex like that. И жизнь немножко сложнее, чем подобный комплекс ответов. The second sentence I heard some years ago. Второе предложение – это ответ, который я получила несколько лет назад. I had a presentation at the Veterinarian University in Budapest. Я давал такую же презентацию в ветеринарном университете в Будапеште. And when we started to discuss the question of purebred dogs, и когда мы начали обсуждать вопрос чистопородных собак, a young lady just, on a really straightforward way, she just told me this sentence. И одна дама очень таким прямым способом сказала мне вот эту фразу. And she said that because breeds are artificial, the whole concept of dog breeds is a complete bullshit. Поскольку породы это нечто искусственное, все понятие пород это абсолютная ерунда, это еще мягко. So it means that it is completely pointless to have certain breeds. И это означает, что это абсолютно бесцельно иметь определенные породы. And so many times you can hear that many breeds are absolutely useless now. They are insignificant because they lost their original function. И очень часто мы можем слышать, что многие породы абсолютно бесполезны сейчас. Они не имеют значения, потому что они утратили свою оригинальную функцию. And the last statement is a really common statement. You can find that in many countries. И последняя фраза, это то, что это самая популярная фраза, мы часто слышим ее во многих странах. Because people often say that why to breed dogs when shelters are already full of dogs? And why not to go there to pick up a dog? Люди говорят, зачем разводить собак, если приюты полны собак разных. Идите туда и возьмите себе собаку. And let's check on some worldwide problems related to breeds and breed preservation. Итак, давайте обратимся к некоторым мировым проблемам, общемировым, связанным с породами и породным разведением. And breeding too, breeding dogs too. Разведением тоже. It depends which country you are from. You have different kind of problems. Это зависит от того, из какой вы страны вы сталкиваетесь с различными видами проблем. And if you say that, okay, I don't care about what is happening in one country, конечно, нужно принимать во внимание, что происходит в вашей собственной стране. it doesn't mean that it will not have any problems in your life in the near future. Это не означает, что вы не будете иметь какие-то проблемы в вашей жизни в будущем. First of all, because in normal times, there are no such things as borders between countries in breeding. Потому что в обычной ситуации есть такая проблема, как границы между странами в разведении. So if you are in contact with other breeders in other countries, если вы находитесь в контакте с другими заводчиками в других странах, and for example, they have a new strict regulation related to your breed, если, например, у них вводятся какие-то строгие ограничения, касающиеся вашей породы, then sooner or later it can have a negative effect on your breeding activity too. Рано или поздно это может отразиться, именно негативно отразиться на вашем разведении, хотя даже в вашей стране таких запретов не будет введено. And the other thing you need to
take into consideration Еще одна вещь, которую вы должны принять во внимание, that it is an absolutely normal thing это абсолютно нормальная вещь, that one country creates a legislation что одна страна создает закон, ограничения законные, and other countries start to copy that sort of regulation. другие страны начинают копировать это. If you think about, it is related to animal welfare. Если вы будете думать об этом, связано ли это с благополучием животных? If you think about, for example, about the regulations on using wild animals in circuses. Например, если вы будете думать о правилах, касающихся использования диких животных в цирках. There were no such regulations, no such bannings in some years ago. Таких правил и таких ограничений не было несколько лет назад. And once one country started, and after the other countries started to follow. Но стоило одной стране начать, а остальные страны постепенно стали делать то же самое. So you can't really say that, okay, this problem is happening in another country and it will have no effect on me. Поэтому вы на самом деле не можете сказать, что вот эта проблема, она существует в другой стране, меня это не коснется. So, and let's see some exact problems. Ну, давайте посмотрим на определенные, на конкретные проблемы. First of all, it is really important that breeders and their activities are really visible. Первое, и это очень важно, заводчики и их деятельность, они действительно видны. And in case lawmakers would like to have a certain effect on a problem, И несмотря на то, что создатели законов хотят произвести определенный эффект и как-то определенным образом решить проблему, for example, doing something with dog health related issues, например, сделать что-то, касающееся здоровья собак, then it is very easy for them to put strict regulations on breeders. Для них очень просто наложить какие-то строгие ограничения именно на заводчиков. Because they are registered, they are visible, зарегистрированы, они видны, and they are easy targets. И они являются очень легкой мишенью. And in many countries, there are really negative attitudes toward purebred dogs. Во многих странах мы замечаем действительно негативное отношение к чистопородным собакам. And it is mostly an accusation that pedigree dogs are unhealthier compared to crossbred dogs. И это во многом связано с совершенно необоснованными обвинениями в том, что чистопородные собаки менее здоровы в целом, чем метисы. And in many countries, especially in Western Europe, it is a big problem. И во многих странах, в особенности в Западной Европе, это очень большая проблема. And it leads to a very sad situation. И это ведет к очень печальной ситуации. I've heard many comments and opinions that people don't want to buy pedigree dogs. Я слышал много комментариев и мнений, что люди не хотят приобретать чистопородных животных. Because pedigree dogs are said to be unhealthy. Потому что чистопородные собаки обречены быть нездоровыми. So let's go and shop a dog from the internet, and they usually buy a dog from a puppy farm. Они идут покупать собаку через интернет и обычно покупают собаку на щенячьей ферме. And in this case, crossbred dogs and the new kind of breeds have more popularity compared to real purebred dogs. И из-за этого, по этой причине, вот эти фермы и метисы, и вот эти новые как бы породы, они становятся все более и более популярными по сравнению с настоящими чистопородными собаками. It just came into my mind. I read an article last year. It was a Hungarian article. И сейчас вот я только подумал, я прочитал в прошлом году статью на венгерском, в одном из венгерских изданий.
and someone who called herself as an animal welfare specialist. И некто, дама, которая называла себя специалистом в области благополучия собак. I've never heard about her, but Никогда я о ней раньше не слышала. It happens. Но она так себя назвала. And she stated that there is one difference between a breeder and a puppy farmer. И она утверждала, что существует только одно различие между заводчиком и фермером щенячьим. That a breeder is selling the same crap quality dog for higher amount of money. И различие это заключается в том, что заводчик продает тех же самых собак ужасного качества по более высокой цене, чем фермер. Just because pedigree dogs must be unhealthy. И просто потому, что породистые собаки должны быть нездоровыми. And in case there is a dropping popularity of purebred dogs, it means that the population will decrease as well. И в случае, если уменьшается популярность чистопородных собак, это будет означать, что и популяция их будет уменьшаться. It is okay that a big number of purebred dogs are circulating within the breeder society. Да, конечно, чистопородные собаки циркулируют, ими обмениваются люди внутри нашего сообщества. But there is a part of the dog population which goes to families for everyday dog keepers. Но часть популяции, которая идет к обычным людям в семьи. And decreasing popularity has a lot of negative effects. Она сокращается, и сокращение этой популяции ведет ко множеству негативных последствий. Because if you don't have the sufficient gene pool, you don't have the sufficient population. Поскольку если вы не имеете удовлетворительного размера популяции, размера генетического пула, объема, then it will be really complicated to keep that breed healthy. Это будет действительно сложно поддерживать здоровой именно эту породу. And it is. I just put this here because it is the main thing. Я поставила это сюда, потому что на самом деле это основная проблема, это важная тема. If there is no demand for pedigree dogs, then you will not supply. И если нет требования, если нет запроса на чистопородных собак, то вы, соответственно, его не удовлетворяете. And if there is a very dropping demand related to pedigree dogs, и если мы имеем все меньший и меньший спрос, just because of the negative reputation, и это происходит просто из-за негативной репутации заводчика, then it is a problem for the breeder society. Это проблема для нашего сообщества заводчиков. Another problem is because everyone would like to solve breeding-related problems, they use strict regulations. Другая проблема заключается в том, что когда страны пытаются решить проблемы, связанные с разведением, они устанавливают более жесткие правила. And I don't mean exclusively national level regulations. И это не означает только правила, устанавливаемые на национальном уровне. I've heard really frightening stories about regulations of kennel clubs or breed clubs. Я слышал действительно пугающие истории, связанные с правилами, установленными в кеннел-клубах и в породных клубах. They mostly want to solve dog health-related problems, but they cause more trouble, more problems. В большинстве случаев они начинают с того, что они хотят решить проблемы, связанные с разведением, со здоровьем, но в итоге умножают проблемы и создают другие сложности. And it is true, not just about breeding, but in case of certain breeds. И это
эти более строгие разведения, они касаются правила касаются не только разведения в целом, но определенных пород. And I don't think I need to talk about this too much, because in some countries, certain breeds are banned for some reason. И он не думает, что он должен говорить об этом слишком много. Все вы знаете, что в некоторых странах определенные породы вообще запрещены для разведения. The most classic reason is banning breeds because they are said to be dangerous. И наиболее такой распространенный классический резон для этого заключается в том, что считается, что определенные породы, они как бы предопределено, что они опасны. And this is another very good example how decision makers want to solve a problem. И это еще один хороший пример того, как люди, ответственные за принятие решения, хотят разрешить проблему. Because they say that, okay, these dogs can cause big harms because of their strength if they attack. Они говорят так, ну, эти собаки могут принести большой вред, потому что они сильные, и, соответственно, когда они нападают, они опасны. So what to do with this problem? Let's ban these breeds. И что мы будем делать с этой проблемой? Давайте просто запретим эти породы. And will it solve the problem? И что это на самом деле это решит проблему? Not really, because then people will buy a golden retriever. Нет, не решит на самом деле, потому что тогда люди купят golden retriever. And they will not learn how to train and how to keep a dog properly. И они не будут учиться тому, как растить и как содержать собаку правильно. And in that case, that golden retriever will become a dangerous dog. И в этом случае даже golden retriever станет своего рода опасной породой, опасной собакой. And there are statistics from the USA about the most dangerous breeds. Есть статистика в Соединенных Штатах о наиболее, так сказать, опасных породах. It's a statistics about dog attacks. Эта статистика касается нападений собак. And in the top 10 breeds, there is the golden retriever. И golden retriever как раз входит в первую десятку опасных пород. And this is the reason why. И это причина почему? Because this dog is a family dog. А эта собака семейная собака. Good for the kids. Очень хорошая для детей. Which is completely true. И это полная правда. But people keeping these dogs have no idea how to keep this dog properly. Но люди, которые держат этих собак, у них абсолютно нет никакой идеи о том, как содержать их правильно. So instead of telling people that you don't know how to responsibly keep your dog, говорить людям о том, что вместо того, чтобы говорить людям, что вы не знаете, как ответственно содержать вашу собаку, politicians, in many cases, they just say that, okay, we ban these breeds. You can't keep these breeds. Политики просто говорят, ну хорошо, мы запретим эту породу. And as the last problem, I think, in the slide is you need to find an answer to tell people, to explain people, why do we need dog breeds at all? И последний слайд в этой секции, который я помещу, вы должны иметь ответ на вопрос, почему нам нужны породы и заводчики в целом. Because this is something that people don't really understand. Потому что это то, чего люди на самом деле не понимают. And so let's see some reasons why purebred dogs are necessary for the society. Итак, здесь будут некоторые причины, объясняющие, почему чистопородные собаки нужны для общества. And the reason I say society, because I will not talk about why it is important for breeders. И причина, почему я говорю общество, заключается в том, что я не буду говорить, почему это важно для заводчиков. Вы это сами знаете.
Because it's obvious that it's important for breeders. Потому что совершенно очевидно, что это важно для заводчиков. But if you want to convince others that what you are doing is necessary and please don't attack me, you need to show them. А если вы хотите убедить других, общество, в том, что то, что вы делаете, действительно важно, и не надо вас атаковать, на вас нападать, вы должны иметь нечто, чтобы показать им, чтобы аргументировать свою позицию. You need to show them how breeds and how breeding is contributing to the society. Вы должны уметь объяснить им, как породы и разведение вносят свой вклад в общество, что они дают обществу. And I put the definition of breed here. И я сюда поместил определение породы, о том, что такое порода. And this definition applies on all domesticated animals. И это, в принципе, применимо к любым домашним животным. And I just would like to highlight two things. One is consistent enough in type. Я хочу подчеркнуть вот эту вот часть, почему они достаточно, это важно, то, что они достаточно постоянны в типе. And in type we mean, in case of dogs, not just the outlook, but the whole behavioral skill set. И это касается, если мы говорим о собаках, это касается не только внешнего вида, но и всего, что связано в том числе и с поведением, и с навыками. And the other very important part of this definition. И почему это вот еще одна очень важная часть этого определения. That it reproduces the same type. Что вот эта группа животных, объединенных определенными качествами, воспроизводит тот же самый тип. So a purebred dog has a certain kind of traits. Итак, чистопородная собака имеет определенный набор специфических черт. And it is able to pass it through for the further generations in the future. И она в состоянии передавать эти черты последующим поколениям в будущем. And it is really important, and I will show you why in a second. И через одну секунду я покажу вам, почему это на самом деле так важно. And it is a very important reason why to preserve breeds. И это очень важная причина, почему нам так необходимо сохранять породы. We all would like to belong to somewhere. It is very important to know where we come from. So national heritage is always a very important motivation. Для каждого из нас очень важно чувствовать, к чему мы принадлежим. Очень важно понимать свои корни, очень важно знать, откуда мы пришли. Поэтому понимание того, что породы являются национальным наследием, это очень важная мотивация. And we would like to do our best to keep these national dog breeds in each country. И мы должны, мы хотим сделать все, что в наших силах, для того, чтобы сохранить это национальное наследие, уберечь его от вымирания в каждой конкретной стране. The other reason why breed preservation is important for the society is that there are still functions where we use the dogs. И еще одна причина, по которой мы должны сохранять породы, заключается в том, что эти породы все еще продолжают выполнять свои оригинальные функции и приобретают новые. And I think it is useless to start to set up a list what kind of different functions and services dogs can do at this moment. Может быть, бессмысленно даже перечислять и углубляться в вопрос о том, какие конкретные функции выполняют собаки в этот момент, на каких конкретных службах они задействованы. But it is really important to understand that for these different kind of jobs, these services, dogs need absolutely different kind of behavioral skill sets. Но очень важно всем понимать и всем дать понять, что для этих разных видов служб и задач собаки
должны иметь совершенно разный и в каждом случае совершенно определенный набор навыков и умений. If we talk about a police dog, Если мы говорим о полицейской собаке, if we talk about helping dog for the blind, если мы говорим о собаке-поводыре для слепого, if we talk about a detection dog for explosives, for bombs, если мы, допустим, говорим о собаке, о поисковике, на взрывчатку, all these functions need absolutely different behavioral skill sets. Все эти функции требуют абсолютно разного набора поведенческих умений и качеств от собаки. And in many cases, you train these dogs for a really long time, for months or for even years. И во многих случаях вы тренируете собаку для этой работы в течение длительного времени, может быть месяц, а может быть и год. And just imagine that you start to train a helping dog for a blind. Ну, например, представьте, что вы начинаете тренировать поводыря для слепого. And in some weeks or some months, it turns out that dog would be a really, really good police dog, but never should be a helping dog for the blind. И через несколько недель или месяцев вашей тяжелой работы вы понимаете, что эта собака была бы отличной полицейской собакой, но никогда она не станет собакой-помощником для слепого. So it is really, really important to know in advance what your dog will be able to do. И поэтому это очень-очень важно знать заранее, что именно ваша собака, возможно, будет способна делать в будущем. And what kind of behavior it will have. И какой тип поведения вы можете от нее ожидать. And because breeds are predictable, more or less, породы предсказуемы в большей или меньшей степени. It can be a very good guideline. Это может быть очень хорошим руководством. The other important reason why to keep breeds, because they are still used in their function to people who are dependent on dogs. И еще одна причина, почему породы важны, это функция, которая применяется и нужна для людей, которые все еще зависят в своей деятельности от собак. It is okay that the majority of humanity lives in cities, most of them in big cities. Хорошо, сейчас мы пришли к такой ситуации, когда большинство населения живет в городах, и даже больших городах. But there are still a lot of people out there who live on farms, rural areas. Но у нас до сих пор достаточное количество людей, которые живут в деревнях или в каких-то таких областях пустынных. And their everyday living is dependent on dogs. И их каждодневная жизнь очень сильно зависит от собаки. And it is a very interesting thing, aesthetics, the outlook of dogs. И еще один очень интересный момент – это эстетика, это как выглядит собака. I know that we love to say that beauty comes from the inside. Конечно, мы любим говорить, что красота идет изнутри. And the outlook is absolutely insignificant. И что внешний вид абсолютно не имеет никакого значения. But it is not true. Это неправда. Look, we have the beauty industry. We have architecture. We have art. У нас есть индустрия красоты, у нас есть архитектура, у нас есть искусство. Paintings, beautiful buildings, and it is a very long list. Живопись, красивые здания, и это очень длинный список. If the outlook would be that insignificant, если бы внешний вид был бы до такой степени не имел бы значения, we wouldn't go to the hairdresser to have different hair. Мы никогда бы не ходили в парикмахерскую, чтобы иметь разные прически. We wouldn't buy different clothes. We would just have one type of clothes in one color. Мы покупали одежду, мы были бы одеты все во что-то одно. Because it doesn't matter how I look. Это якобы не имеет значения, как мы выглядим.
So it is not true. Так что это неправда. It is important what is inside, of course, but the outlook is really important for us. Разумеется, очень важно то, что у нас внутри, но и внешний вид для нас тоже очень важен. If someone wants to buy a golden retriever, for example, Если кто-то, например, хочет приобрести золотистого ретривера, and I tell him or her that, sorry, I have no golden retriever at the moment, и я говорю ей или ему, что, ну, у меня нет голдена. and look at this lovely Chihuahua. Посмотри на этого хорошенького чихуахуа. It is also a dog. Это тоже собачка. It is cute. It is lovely. Он хорошенький, он красивый. Will that person want that absolutely different looking dog? Probably not. И что вот тот человек, который хотел голдена, он возьмет эту совершенно по-другому выглядящую собаку? Нет, вряд ли. So it is really important, the outlook of dogs. Так что внешний вид собаки, он важен. And we have many different outlooks for different kind of preferences of people. И мы имеем в нашем списке пород очень много разных внешних обликов для того, чтобы удовлетворить вкусам и предпочтениям самых разных людей. And it is very important to talk about the lost function of dogs. И еще теперь очень важно поговорить о потерянной функции собак. Because I hear it too often that now dogs, they lost their original function. Я очень часто слышу, что сейчас собаки утратили их изначальную функцию. Because now the majority of dogs are kept as pets and companion animals. Потому что сейчас большинство собак, абсолютное большинство собак содержатся как питомцы и как компаньоны семейные. And for that reason, because of that, there are fewer problems. И из-за этого возникает меньше проблем. And dogs don't need to have such kind of skill sets, such kind of behavioral skills. И собаки, вот эти домашними питомцами, им не нужно так много каких-то там особых умений и дифференциаций. But it is not true. А это неправда. Because if you compare a dog, for example, using for herding sheep. Например, если вы приобретаете собаку, использовать ее для пасьбы овец, to another dog which lives in a big city, и сравните ее с другой собакой, которая живет в большом городе, and this dog in the city needs to adopt to the daily schedule of the human. И эта собака должна принять ежедневный режим жизни человека. This dog needs to learn how to behave in different situations. Эта собака должна обучиться тому, как вести себя в различных ситуациях. How to meet and interact with other people, other animals. Как встречаться и взаимодействовать с другими людьми, с другими собаками, и с другими животными. It is a very complex duty for the dog. Это очень многообразная такая обязанность для собак. It's more complicated for the dog to learn than being outdoors and taking care of the sheep. И это для собаки сложнее обучиться этому, чем жить на улице и следить за овцами. And because of the complexity of the everyday duties of companion dogs, И если говорить о комплексности каждодневной обязанности быть собакой-компаньоном, their behavioral skills are really, really important. Их поведенческие навыки и умения, они очень-очень-очень важны. And at this point, we get to the topic how purebred dogs are connected to animal welfare problems. И здесь, к этому моменту, мы подходим к вопросу о том, как чистопородное разведение связано с благополучием собак.
If you ask people why to keep, everyday people, why to keep a purebred dog, Если вы спросите человека, обычного человека, а почему все-таки надо содержать чистопородную собаку? it is very complicated to explain them the real reason why. Это будет для вас очень сложно объяснить вам настоящую причину того, почему. They don't really, even breeders sometimes when I see conversations, even breeders can't really explain properly. И надо сказать, что вот он, когда наблюдает за различными диалогами, он видит, что даже заводчики не всегда могут правильно это объяснить. They can't explain what it means that a dog is purebred, why to keep one, etc., etc. Они не могут нормально объяснить, почему, собственно, это так важно и что это значит держать чистопородную собаку. And which dog someone chooses to live with, it is a very important decision. И важно, что когда ты выбираешь, какую, собственно, тебе собаку держать, это очень важное решение, это очень значимое решение. There was a survey in Hungary, I think it was 2 years ago. Был такой, в Венгрии был такой опрос пару лет назад. And they asked many things, mostly related to shelter dogs. И они задавали много вопросов, в основном связанных с собаками из приютов. And one part of this survey was, what are the preferences, what you consider when you are choosing your dog? И одна из частей этого вопроса была, в чем заключается ваше предпочтение, какие моменты вы рассматриваете, когда выбираете, какую собаку вам взять. And these are the 5 most important things ranked. So this is the importance. И вот это вот 5 ответов, которые вот кажутся людям наиболее важными. The first is age, then health. Это вот, потом здоровье, behavior, потом поведение, the outlook, внешний вид. and the last one was traits related to a breed. И, значит, пятый это черты, связанные с породой. And this is a really big problem, I think. Очень большая проблема. Because the age and the outlook of your dog will not really, and even the behavior, because if we meet a young puppy, you can't really predict its overall behavior. Смотрите, потому что возраст и внешний вид вашей собаки, и даже поведение, потому что когда вы берете маленькую собаку, даже вы молодую, вы не можете полностью предсказать ее поведение. But definitely the age of your dog will not define if you will have a happy life together with your dog. И даже возраст вашей собаки не определяет, будете ли вы на самом деле иметь впоследствии счастливую жизнь с вашей собакой. Meanwhile, traits related to a breed really defines if you will have a happy life with your dog. Вот черты, связанные с определенной породой, это именно то, что на самом деле определяет, может определить, будете вы или не будете иметь совместную счастливую жизнь именно с этой собакой. And how do people choose a dog on a general basis? И как обычно, вот обычно в обычной жизни люди выбирают собаку. Especially those dogs which are used as companion animals. И, особенно, конечно, это касается тех собак, которые используются как животные-компаньоны. There is a huge influence by the mainstream media still. Во-первых, до сих пор есть очень большое влияние мейнстрима и средств массовой информации. If a celebrity starts to keep a certain breed, that breed will become immediately popular. Если какая-то знаменитость начинает, заводит и начинает показываться с определенной собакой определенной породы, эта порода моментально становится популярной. And there are certain fashions related to movies, related to whatever. И возникают определенные модные тренды, связанные с кинофильмами и чем-то, передачами, чем-то подобным. And in many cases, you can suspect that people choose a dog as a status symbol
as an accessory for their lives. И во многих случаях вы можете наблюдать ситуации, когда люди приобретают собак как символ определенного статуса, как некий аксессуар их благополучной жизни. And in that point, it would be good to explain people if people were interested in why to keep a pedigree dog, a purebred dog. И если бы люди были бы заинтересованы в ответе на вопрос, почему им заводить чистопородную собаку, and it would be important to tell people and convince people why to keep that breed or don't keep that breed at all. Было бы важно объяснить людям, убедить людей, почему важно именно для них держать именно эту породу дома. And we get back to the topic that all dogs are cute. И мы возвращаемся обратно к теме, что все породы, все собаки миленькие. And it is true in case of puppies, as of course, in case of puppies. Что касается щенков, это, конечно, полная правда, все они милые. So, and this is not the question, if a dog is cute. Но вопрос заключается не в том, милая ли собака. The question is, what that dog be like in some weeks, some months, in some years. Вопрос заключается в том, на что будет похожа эта собака через несколько недель, несколько месяцев или несколько лет. Because if you take a look at these puppies, just based... Если вы посмотрите на этих щеночков, основываясь на... Just based on their outlook, you will not know if this dog fits into your lifestyle. Если вы посмотрите на этих щенков, основываясь только на их внешнем виде, вы никогда не будете знать, подойдет ли эта собака в будущем к вашему образу жизни. And actually, in case of modern dog keeping, this is the key for the majority of dog welfare problems. И основываясь вот именно на современном способе содержания собак, это как раз и есть ключ к основным проблемам, связанным с благополучием собак. And I mean, with this problem, I mean health problems, behavioral problems. Под этими проблемами я подразумеваю проблемы со здоровьем, проблемы с поведением, dog abuse, нападением собак, abandoning dogs, and all the other problems. Отказы от собак, выбрасывание собак и так далее. Because when I choose a new dog for my life, потому что когда я выбираю новую собаку для своей жизни, I shouldn't choose just based on how cute it looks like on picture or in real life. Я не должен основываться исключительно на том, как миленько этот щенок выглядит на картинке или в реальности. But I should understand the whole skill set of the dog, the temperament of the dog. Но я должен понимать полностью, что мне ожидать от этой собаки, от ее темперамента. If I usually stay home every weekend watching TV and doing nothing. Если, например, я обычно остаюсь дома на все выходные, смотря телевизор и ничего не делая, and I decide to start to keep a border collie, и я вдруг решил завести бордер колли, например, that will not be a very healthy life for the dog. Это не будет очень здоровым образом жизни для этой конкретной собаки. And it will have health problems. It will have иметь проблемы со здоровьем. It will have behavioral problems. Она будет иметь проблемы с поведением. Mental problems. Психические проблемы. And after a while, it will start to harm itself or the environment or my flat. И в конечном итоге она начнет приносить вред себе, либо окружению, либо громить мою квартиру. And I will face a problem what to do with this well-behaving dog.
Я столкнусь с проблемой, а что мне делать с этой вот прекрасно так себя ведущей собакой? And I doubt that people realize that they are the ones to be blamed for their dog's problems. Я не уверен, что люди хотят быть наказанными, пристыженными за проблемы своей собаки. And the same situation is true in the opposite way. И та же самая ситуация справедлива и с противоположной точки зрения. So if I have a very active lifestyle, Если у меня очень активный стиль жизни, I go out hiking all the time. я, например, выхожу для того, чтобы делать пробежки, там еще что-то такое. Probably it is not the best idea to start to keep a pug to go out hiking 10 kilometers each weekend. Наверное, это не будет самой лучшей идеей завести мопса, чтобы он проходил 10 километров каждый уикенд. So this is in case of dog-related welfare problems. This is a very, very important key part. И поэтому вот эти проблемы, связанные с собаками, это очень важно, это ключевая часть всей истории. It is very important which dog, which breed someone starts to keep. Соответственно, очень важный вопрос, какую породу каждый заводит. And if that dog fits into the lifestyle of the owner. Если собака подходит к жизненному стилю владельца, otherwise there will be problems. It is. Проблемы будет в любом другом случае, проблемы возникнут. So, and that's why breeds are important from this aspect. Вот почему с этой точки зрения породы очень важны. It gives you predictability. It shows you what you can expect in the future. Это дает вам предсказуемость, это показывает вам, что вы можете ожидать в будущем от этой собаки. And just one example, another example, a real story came into my mind. И вот еще один пример, реальный пример, действительный, история, которую сейчас я вспомнил. I usually tell it at almost every presentations of mine because it shows the whole concept. Я часто рассказываю о своих презентациях, потому что она показывает, очень хорошо иллюстрирует в целом всю концепцию. Yeah, and the story is really short. It's about that someone wanted to have, and he or she bought a bichon frisé. Это история о том, что кто-то хотел собачку и купил бишон фризе. Хотел купить бишон фризе. And in some month, it turned out that it is not really a bichon frisé, but really close to a cuvas. И через несколько месяцев он обнаружил, что вот эта беленькая кудрявенькая собачка, она на самом деле выросла не в бишон фризе, а выросла что-то, например, как кувас. And it is a really funny story, especially those ones at the audience usually laugh who are just everyday dog keepers. И это очень такая показательная история, особенно для тех, кто вот является такими обычными владельцами собак. And I always ask back. И я всегда задаю вопрос. What would you do in such a situation? Что бы вы лично сделали в этой ситуации? When you buy a puppy at the age of 6-8 weeks old, когда вы покупаете щенка 6-8 недель, например. It is cute, it is small, it is fluffy. Он маленький, хорошенький, смешной такой. And you expect it to be a small dog with a small body type. И вы ожидаете, что вы получите в будущем собачку маленькую, с маленьким телом, маленького размера. And you want to keep this because you live in a small flat. И вы хотите именно такую собачку, потому что вы живете в маленькой квартире. And as time goes by, you realize that it will be a 30-40 kilogram dog. А через некоторое время вы понимаете, что эта собачка вырастет в 30-35 килограммовое животное. How will you solve this situation? Как вы решите эту проблему? Will you sell your dog? Вы продадите вашу собаку.
Will you sell your flat and buy a bigger one? Или вы продадите вашу квартиру и купите себе дом? Or will you ask someone to take away your dog, or you go to a shelter, or just simply throw out the dog in the woods? Или вы попросите кого-то взять вашу собаку, кто живет за городом, или вы пойдете, сдадите ее в приют, или вы просто выкинете ее на улицу. Because it sounds really funny, but it is a situation that will have really, really serious consequences, and you need to solve it. И это звучит смешно, но это на самом деле очень серьезная ситуация, с которой мы часто сталкиваемся, и которая влечет за собой очень серьезные последствия. So for many, many reasons, predictability is really important. Поэтому по очень-очень многим причинам предсказуемость очень важна. And some other dog welfare related topics I would like to share some ideas about. И еще я, значит, хочу поделиться некоторыми идеями, связанными с благополучием собак. There is the so-called, I call this the good gene concept. Здесь вот это вот я зову концепцией хорошего гена, хорошей генетики. There are still people who think that crossbred dogs are healthier. Обычные люди часто говорят, что метисы более здоровы. Just because crossbred dogs only inherit good genes. Только потому, что метисы в основном наследуют, все метисы наследуют только хорошие гены от своих родителей. So this is just so simple. We have good genes, we have bad genes. Это так просто. У нас хорошие гены, у нас плохие гены. But if you disagree, then you will need to watch the following webinar. If I'm right, it will be about genetics. You will have probably a more detailed picture. Но если вы хотите иметь ответ на этот вопрос, вам надо послушать следующий вебинар, который будет связан с генетикой поведения. Thank you, Аттила, for promotion. Of course, genetics is a very interesting topic and really important one. Да, генетика. Я говорю спасибо за то, что рекламируешь следующий наш вебинар. Он говорит, конечно, потому что генетика – это очень важный момент. And just a really small spoiler. Ну, что-то такое, одно маленькое пятнышко. There is no such thing like good genes and bad genes. Нету такой вещи, как хорошие гены и плохие гены. So, but people still think that, and they also think that inbreeding is something very bad and evil. Значит, но люди на самом деле так думают. И больше того, они думают, что инбридинг – это что-то такое плохое и дьявольское. And we should completely forget about purebred dogs. И они считают, что это полностью разрушает, вот это полностью влияет на качество чистопородных собак. Because purebred dogs are completely genetically ruined. Потому что, по их мнению, чистопородные собаки полностью разрушены генетически. All of the breeds. Все породы. It is a big, I wouldn't say a problem, but I really hate. Это, я бы даже не сказала, что это большая проблема, это то, что я на самом деле ненавижу. That most of the time we talk about dogs in general. Но в большинстве случаев мы говорим о собаках в общем и целом. But we have so many different kind of breeds. Но у нас так много различных типов пород. And each breed has its own specific problems, issues. И каждая порода имеет много своих специфических проблем и своих специфических особенностей. So these think that dogs and purebred dogs are genetically affected in case of diseases. И вот это вот утверждение о том, что чистопородные собаки генетически предрасположены к определенным заболеваниям. It is something really, really oversimplified. И это что-то чрезмерно, это мнение чрезмерно упрощающее ситуацию. And most of the time when purebred dogs are attacked, it is because of health issues.
И в большинстве случаев, когда мы видим нападение на чистопородных собак, на чистопородное разведение, в целом, вот, так сказать, это в основном связано с проблемами здоровья, с вопросами здоровья. And that's why it is important to talk about dog health in a nutshell, really in a nutshell. Потому что именно поэтому так важно поговорить с этой точки зрения о здоровье собак. It is a common saying that if there is a health problem, it must be because of genetics, because of genes. В основном, вот то, что говорят обычно люди, они говорят о том, что все проблемы, связанные со здоровьем, они генетически предопределены. Because we forget about the effects of the environmental elements. Потому что, когда мы так говорим, мы забываем упомянуть о тех элементах, которые связаны с окружением, с воспитанием, со средой. Actually, being healthy is a very, very complex topic itself. Вообще, быть здоровым – это тема очень такая комплексная, сложная, многогранная. In case of dogs, in case of humans, in case of any living beings. И это в равной мере касается собак, людей или любых живых существ. It depends which illness we are talking about. Мы говорим, это, во-первых, важно, о каком конкретно заболевании мы говорим. How serious the illness is. Как серьезно это заболевание. And how it develops, for example. И как, например, оно развивается. And I don't want to go really deep into the genetically inherited diseases. Я не хочу слишком углубляться в генетически наследуемые заболевания. But in case I buy a puppy from a breeder. Но в случае, если я, например, приобретаю щенка у заводчика. And for example, it's a Bernese mountain dog, any breed with a big body. Например, это бернский зеленхунд или любая порода с большим телом. And I think that, the breeder told me that this dog is genetically tested. И я думаю, вернее, не я думаю, а заводчик сказал мне, что эта собака генетически протестирована. So it must be healthy. То есть она должна быть здорова. And I have an 8-week-old puppy. Я, например, покупаю 8-недельного щенка. And I start to feed this dog with the cheapest pet food available because I spent a lot of money on the dog and I do not want to spend money on nutrition. Я, например, начинаю кормить этого щенка самой дешевой пищей, которая вообще доступна собачьей, потому что я уже и так потратил достаточно много денег на приобретение щенка, я не хочу тратить больше. If me, as the dog keeper, don't give proper nutrition to this dog, will the dog be unhealthy in the future? И вот если я, как владелец животного, даю неправильную пищу животному, это животное будет здоровым в будущем? It is really probable. Ну, возможно, что нет. And is it the fault of the breeder? Is it the fault of the genes of the dog? И что? Это вина заводчика? Это вина генетики собаки? And it is my fault, and it happens all the time. Это моя вина, это я сам сделал своими руками. And the same is true in case of behavior. И то же самое справедливо в отношении поведения. If I buy a dog with a really mentally really state dog with a very good inherited skill set. Если, допустим, я приобретаю собаку, щенка, с очень хорошими унаследованными от предков качествами касаемо поведения. And I have no idea how to properly keep and train a dog. И у меня абсолютно нет никакого представления о том, как правильно содержать и тренировать эту собаку. And I completely spoil the dog. И я полностью порчу эту собаку. It will be aggressive. It will have very serious behavioral issues. И он становится агрессивным, этот бывший щенок. У него появляются реально серьезные поведенческие всякие проблемы. It is not the fault of the breeder, not the fault of the breed.
Это не вина заводчика, и это не вина породы. This is the fault of me as the Как владелец. And in case of many animal welfare matters, animal welfare problems, И в случае, когда мы говорим обо многих проблемах, связанных с благополучием животных, this question is really important. What do everyday dog keepers know about keeping and raising up a dog? вот этот вопрос, он приобретает очень большую значимость. Что каждодневные, обычные владельцы собак знают о том, как правильно собаку содержать? Because in many cases we blame genetics, we blame breeding. Потому что во многих случаях мы позорим генетику, мы позорим разведение. But the real reason is that insufficient knowledge about dogs. Но реальной причиной является недостаточное, недовлетворительное знание владельцев о собаках. And this is the whole concept, the nature-nurture debate within genetics. И вот это вот такой концепт касаемо наследуемости в генетике. And it is important to understand that the genetically inherited traits И очень важно понимать, что генетически наследуемые черты are mostly probabilities and vulnerabilities. они говорят о том, тесты, они говорят о возможностях и говорят об уязвимостях. So we both inherit positive and negative things. Мы наследуем как позитивные, так и негативные черты. But in case of both positive and negative, you need to have the environmental interaction. Но как в случаях негативной предрасположенности, так и в случаях позитивной предрасположенности, они реализуются, для того, чтобы они были реализованы, вы нуждаетесь в взаимодействии со средой, с окружением. And I put here a list of the most significant environmental elements. И вот здесь у нас список, как он думает, наиболее важных аспектов, которые влияют на эту ситуацию со стороны окружающей среды. Just like nutrition, really important. Питание – это важно. Veterinarian care. Ветеринарная забота. Pollution. Загрязнение. We always talk about how air pollution, water pollution, and all kind of pollution has a negative effect on the human body. Мы все прекрасно знаем, как загрязнение воздуха, загрязнение воды оказывает негативное влияние на человека, на человеческое здоровье. But animals are no exceptions. Но животные не являются исключением. And late intervention is a very common problem at the moment. И позднее вмешательство, поздняя помощь тоже является очень большой проблемой в этот момент. In case of many dog keepers, when they see there is some kind of health problems of the dog, и в случае многих владельцев, когда они видят, что у собаки есть проблемы со здоровьем, instead of going to the vet, вместо того, чтобы идти к ветеринару, they go to a Facebook group to ask for advice. Они идут, yes, right you are. Вместо того, чтобы идти к ветеринару, они идут в группу на Фейсбуке и спрашивают там совет. And it is also a thing we like to, I wouldn't say we laugh, when your one eye is crying, the other one is laughing. Это еще одна такая вещь, которая... Когда один глаз плачет, другой смеется. But in case of, for example, hip dysplasia, если вот, например, у вас дисплазия у собаки, which is blamed exclusively on breeders in many countries, что в большинстве случаев причина приписывается в основном исключительно заводчикам. Early intervention, when you go to the vet, is very, very important. Очень важно, как можно скорее пойти к ветеринару. Where will you go first? When you see the very first sight? И куда вы пойдете, когда вы видите самый первый признак? Or you go to the vet when your dog
can hardly move at all. Или вы пойдете тогда, когда ваша собака уже просто с трудом может двигаться. And in case if the dog has a very serious health condition with hip dysplasia, whose fault is that? И соответственно, если так случилось, что собака дошла до очень серьезных проблем, вызванных дисплазией, чья это вина? And there are many other environmental elements having effect on the health and the behavior of dogs. Есть еще очень много других элементов, связанных с окружающей средой, которые оказывают серьезное влияние на здоровье и на поведение собаки. Both purebreds and crossbreds. Как чистопородных, так и метисов. And I put a very interesting thing on the third place of the list. Я тут поставил одну интересную вещь в этот список. In case of humans, it is well known for decades that stress has a very not a very, but it can cause health problems for us. В случае с людьми мы все прекрасно знаем, что стресс и любая стрессовая ситуация может вызвать у нас очень большие проблемы со здоровьем. And recently they started to study the same thing in case of dogs. И те же самые проблемы в отношении собак начали изучаться совсем недавно. And now it is scientifically proven that psychosomatic disorders exist in dogs as well. И сейчас это уже совершенно точно научно доказано, что психосоматические проблемы влияют и существуют в отношении собак тоже. So if a dog has behavioral problems, если у собаки есть поведенческие проблемы, due to irresponsible pet keeping, связанные, вызванные безответственным содержанием, or the dog lives in an environment full of stress or anxiety, или собака живет в окружении полном стресса и экзальтации, sooner or later it is very likely to develop health problems. Рано или поздно это приведет к проблемам, к развитию проблем со здоровьем. I do hope that this topic will be taken care about worldwide really soon. Я надеюсь, что эта тема скоро станет предметом серьезным, на нее будет обращаться внимание во всем мире очень скоро. Because there are a lot of untrained and spoiled dogs. Потому что очень много недрессированных, нетренированных, испорченных, избалованных собак. With different behavioral problems, separation anxiety, etc. С очень многими разного вида поведенческими проблемами. And even if they don't have any other physical symptoms now, и даже если на данный момент они не имеют никаких физических симптомов, they are very likely to have one in the near future. Они с очень большой долей вероятности будут их иметь в будущем. And it has nothing to do with the fact if it's a purebred dog or a crossbred dog. It has nothing to do with breeding. И это ничего не имеет общего с разведением и не имеет отношения к тому, это собака породистая или метис. But it still will be a problem for the dog. И тем не менее это будет проблема для собаки. Katya, what do you think about 10 minutes break? I think I will have okay. Okay. So, another interesting and important thing to talk about. Еще одна интересная и важная вещь, о которой нужно поговорить. Who are the biggest enemies, the ones who cause the biggest harm for breeders? Кто является самыми большими врагами заводчиков и кто наносит им наибольший вред? And you could say that animal welfare activists. Вы можете сказать, что это активисты зоозащитных организаций. Or politicians. Или политики. But there are someone else who causes really big trouble. На самом деле, это совсем другие люди, которые наносят вам самый большой вред.
Which one on the picture is a purebred dog? Ну-ка скажите, кто на этой картинке это чистопородная собака? I mean a dog with a pedigree. Я имею в виду собаку с родословной, Coming from a kennel, которая происходит из питомника, coming from responsible breeding. которая происходит от ответственного замочка. And you would say that this is not enough information to make a decision. И вы скажете сейчас, что на этой картинке недостаточно информации для того, чтобы принять решение. And you say that because you are a breeder. И вы скажете это, потому что вы замочек. But what common people say and how they think? А что говорят обычные люди и как они думают? If they see a dog, если они видят собаку, and if it looks like as a dog belonging to a breed, и эта собака выглядит как собака, принадлежащая к определенной породе, then that dog must be a purebred dog. Значит, это собака породистая. And if it is a purebred dog, because it looks like a purebred dog, it must be... А если это чистопородная собака, потому что она выглядит как чистопородная собака, it must be the result of breeding activity. Соответственно, она является результатом деятельности заводчика. And that dog must come from a kennel. И значит, эта собака должна быть из питомника. Just because it looks like as a purebred dog. Просто потому что она выглядит как породистая собака. And just to go a bit further, и чтобы пойти немножечко дальше. If that dog has a pedigree, если у этой собаки есть a registration, регистрация, people automatically think that it belongs to the National Kennel Club and the FCI. Люди автоматически думают, что она принадлежит к национальной кинологической организации и, соответственно, к FCI. I had a very interesting conversation with someone working at a shelter last year. В прошлом году у меня был очень такой интересный разговор с неким человеком, работающим в приюте. And she was really surprised. И она была очень, на самом деле, удивлена. That it doesn't, if a dog has a pedigree. Тем фактом, что если у собаки есть бумажка, которая выглядит как родословная. How it can be that that dog is not related to the Hungarian Kennel Club and the FCI? Как же это так может быть, что эта собака не имеет никакого отношения к венгерскому кennel-клубу и к FCI, соответственно? And in many countries, there are more organizations issuing pedigrees. Но во многих странах есть больше организаций, выпускающих родословные. And in that certain case I mentioned, I told to this lady that you can go to the Hungarian Kennel Club, but they will not solve your problem. И в том конкретном случае я сказала этой женщине, что вы, конечно, можете пойти обратиться в венгерский кennel-клуб, но они никак не решат вашу проблему. Because it is not it doesn't work like this. Потому что вот так не работает. And general people and people operating in animal welfare has no real idea how it really goes. И обычные люди, и даже те люди, которые работают в защитных организациях, они не имеют ни малейшего представления о том, как это на самом деле устроено. So, but it's really important to understand that people think like this. И очень важно понимать, что обычные люди думают вот так, вот как на левых картинках. If a dog looks like a breed, it must come from a kennel. Если собака похожа на какую-то породу, то значит она из питомника. And why is it important? Почему это так важно? These look-alike dogs вот эти вот похожие собаки are the ones who destroy the reputation of pedigree dogs in most of the cases. Именно они в большинстве случаев разрушают репутацию чистопородных собак. When you hear from the veterinarians, for example, когда вы, например, слышите от ветеринаров, that 70% of Labradors are suffering from dysplasia, что 70% лабрадоров страдают от дисплазии, are those dogs really coming from kennels
Что эти собаки действительно происходят из питомников? Or people just bought them from the internet or from whatever source? Или люди просто купили их в интернете или где попало? And the same is true in case of shelters. И то же самое справедливо в отношении приютов. When they say that the shelter is full of this certain breed, or this certain breed has very serious behavioral problems. И когда, допустим, какой-то приют имеет определенное количество собак, вот этих определенных пород, и якобы эти собаки этих пород имеют проблемы серьезные с поведением, you cannot say that dogs are really coming from kennels. Вы не можете сказать, что эти собаки действительно пришли от зарегистрированных заводчиков. Because they can come from backyard breeding, puppy farms, pet shops. Потому что они могут быть следствием дворового разведения, щенячьих ферм, каких-то магазинов, продающих собак. And the problem usually happens И проблемы обычно происходят, when politicians or animal welfare activists want to have regulations. когда политики или зоозащитные активисты хотят каких-то правил, to solve these problems. которые якобы должны решить эти проблемы. And they say that, okay, let's have strict regulations on breeders. Потому что, когда эти решения приходят, это обычно означает ужесточение именно для заводчиков. Those ones who have registered kennel name. Именно тех, которые имеют зарегистрированную заводскую приставку. But it will not solve the real problems because. Но это не разрешит реальную проблему, потому что. Because these dogs with these problems. Эти собаки с этими проблемами. Are coming from many other sources, not from kennels. Они приходят из многих других источников, а вовсе не от зарегистрированных заводчиков. But people think that just because these dogs look like a breed in the phenotype. Но люди думают, что поскольку эти собаки похожи на эту породу по фенотипу, so they automatically think that this is the result of breeding in kennels. Они автоматически экстраполируют это и думают, что эти собаки и эти проблемы являются результатом разведения в питомниках. So puppy farming and backyard breeding and irresponsible breeding. Поэтому щенячьи фермы, дворовое разведение и безответственное разведение is not just a problem for animal welfare organizations. Это не столько проблема для зоозащитных организаций. These dogs with behavioral issues and health problems coming from irresponsible breeding. Эти собаки с поведенческими и с проблемами здоровья, происходящие от безответственного разведения. These dogs completely destroy the reputation of pedigree dogs. Эти собаки полностью разрушают репутацию чистопородных собак. Because common people don't understand this thing. Потому что обычные люди не понимают эту вещь, не понимают этот момент. For them, if a dog looks like a Labrador, then it is a Labrador from a kennel. Для них, если собака выглядит как лабрадор, это и есть лабрадор из питомника. And I put another bonus question at the bottom of the presentation of the slide. И я вот тут вот один дополнительный вопрос поставил в конец этого слайда. And this is this topic is related to hair. Эту тему действительно нужно услышать. And it is very complicated to solve. Ее очень сложно разрешить. Because the other ones who are really destroying the reputation of responsible breeding. Потому что другие враги, которые на самом деле разрушают репутацию ответственного разведения, are those breeders with kennels, with kennel names. Это те заводчики с питомниками и заводскими приставками, who have completely unethical and irresponsible breeding activities. которые
делают совершенно неэстетичное и безответственное, которые занимаются неэстетичным и безответственным разведением. So if someone has a kennel name and operates like a puppy farm, А если у кого-то есть заводская приставка, и этот кто-то ведет себя как щенячья ферма, he or she completely destroys the positive meaning what being a breeder is and what it means to have a kennel name. он полностью разрушает позитивный аспект того, что значит иметь заводскую приставку и что значит быть ответственным заводчиком. And here are some figures, some statistics. Немножко статистики. I created this for a presentation, I think that was in Finland some years ago. Я эту статистику подобрал для презентации, которую несколько лет назад делал в Финляндии. And I haven't had the time to update the figures. Не было времени для того, чтобы обновить цифры. These figures are based on the statistics on the website of the FCI, so you can check it if you want. Собственно, эти цифры, которые здесь приведены, они базируются на статистике, которую каждая страна сдает в FCI ежегодно. И вы можете, собственно, новые цифры проверить там же за 2015 год. I just want to compare the whole population, dog population of a country. Я просто хочу сравнить, порядки цифр видны, хочу сравнить в целом популяцию собак, имеющуюся в стране, to the numbers of the annual registered puppies at kennels. С количеством ежегодно регистрируемых собак в национальных кинологических организациях. And this is the total number of dogs in the country. Вот, значит, во второй строчке цифр вы видите в общем общее количество собак в стране. These are the puppies registered in 2017 in that country. А вот это вот количество щенков, зарегистрированных в этой стране официально в этом году. And these are the highest numbers, the top 5, where it is the highest. И вот у нас 5 стран с самым высоким процентом. The highest distribution of pedigree dogs in the country. С высочайшим распространением собак с родословными в стране. And these are the lowest numbers. А здесь вот самые низкие показатели. And I can talk about, because Hungary is on this list, and I really know the situation in Hungary. Я хочу вот поговорить о своей стране, потому что Венгрия как раз входит в список вот этих, где меньше всего собак с родословными по отношению к общему количеству. И ситуацию в своей стране я знаю, поэтому хочу поговорить об этом. Hello. Another translation for dogs. Yes. Yeah. So in case of Hungary, I can put everything into context. I can explain what these figures, what these numbers mean in practice. И вот, значит, касаемо Венгрии, он как раз очень легко может объяснить, что на практике означают эти цифры. Because we think that there are 3 million dogs in the country, in a small country. И вот посмотрим, значит, в 2017 году в этой маленькой стране появилось 3 миллиона собак. And the number of puppies registered in 2017 were 15,000. А вот щенков, которые были зарегистрированы официально через Kennel Club, всего 15 тысяч. So it means that if you predict that the average life of dogs is 10 years, если вы, допустим, считаете, что в среднем жизнь собаки составляет 10 лет, then it means that the population of pedigree dogs in Hungary is about 5%, not more. Это значит, что в целом популяция чистопородных собак в Венгрии не более 5%. It is a really small number. Это на самом деле. And we all know that the majority of registered dogs are circulating within the breeder society.
И владельцы абсолютного большинства чистопородных собак, они вращаются именно в сообществе заводчиков. They are exported, other dogs are imported, of course. Они каких-то собак продают за границу, каких-то, наоборот, возят. And anytime when I hear that animal welfare activists are complaining about breeders, И всякий раз, когда я слышу, что зоозащитные организации жалуются и нападают на заводчиков, на зарегистрированных, when they are complaining about the health problems, когда они жалуются на проблемы со здоровьем, about behavioral problems, на поведенческие проблемы, and when they say that the shelters in Hungary are full of dogs, и когда они говорят, что приюты в Венгрии полны собак, and they have such proposals that the number of pedigree dogs, breeding dogs coming from breeders, should be reduced. И когда они говорят, что количество собак чистопородных и собак, которые приходят от заводчиков, должно быть сокращено. Because there are really a lot of dogs in the Hungarian shelters, and we have a lot of shelters. Потому что действительно очень много собак в венгерских приютах. Then in this debate, I always love to use this number. В этих спорах я всегда использую вот эти цифры. When I tell these people И когда я говорю этим людям, that we are talking about maximum 5% of the dog population in Hungary, что мы говорим максимум о 5% популяции собак в Венгрии, maximum the 5%. максимум 5%. And I ask back that, okay, and what is your concept to handle the rest of the population, 95% of dogs? И я спрашиваю, хорошо, а как вы собираетесь регулировать остальные 95% популяции? They absolutely have no idea at all. У них совершенно нет никакого ответа на этот вопрос. And it is a really complex thing. И это на самом деле очень сложная и многосторонняя проблема. Because many people in many different positions think Потому что множество людей на самых разных позициях думают, that controlling and regulating the breeder society что контроль и регулирование сообщества заводчиков will solve the problems of the universe. решит проблемы Вселенной. But it is not true. Но это неправда. Because dogs are coming from many other sources. Потому что собаки приходят из многих других источников. And making the life of responsible breeders harder and more difficult. И если сделать жизнь ответственных заводчиков более тяжелой, более трудной и усложнить ее, will not really solve anything. It will just trigger more problems. Это абсолютно ничего не решит, а просто вызовет еще больше проблем. And this is just another figures about the countries. The FCI had data about this ratio about registered dogs. И вот это еще некоторые цифры, которые на сайте FCI за 2017 год можно найти относительно вот этого вот сравнения между зарегистрированными собаками и собаками в целом. Вот этот вот процент. Of course, to have a clear picture about these numbers, we should consider many other elements. А для того, чтобы, конечно, иметь точную картину, наиболее ясную, касаемо вот этих цифр и процентов, нам нужно принять в расчет много других аспектов. But it perfectly shows that in many countries, only just a tiny part of the dog population comes from the kennels. Но самое главное, что мы должны усвоить, это то, что во многих странах породистые собаки, зарегистрированные собаки, это очень-очень тонкая прослойка в общем количестве собак, имеющихся в стране. And after all these problems, and you will suggest a solution, okay? Just to work on a bit on how to change things.
Соответственно, после перечисления всех этих проблем, которые мы имеем, попытаемся все-таки показать, какими путями можно прийти к решению этих проблем. And I am not pessimistic, I am a realistic person. Я не пессимист, я реалист. But it is not easy. Но это непросто. So, first of all, education is really, really important. Прежде всего, образование очень и очень важно. First of all, society should understand what it means that a dog is purebred and how it contributes to the society. Прежде всего, общество должно понять, что такое чистопородное животное и что чистопородное разведение приносит в общество положительно. As long as people only think about the way they do now, on a really oversimplified way. Если люди будут продолжать думать именно таким образом, как они думают сейчас, именно чрезмерно упрощенным образом. And they just simply repeat these oversimplified things like all dogs can be loved. И если они будут просто продолжать повторять вот те примитивные фразы, которые они говорят сейчас, типа все собаки достойны любви. They will not understand what a complex decision it is to choose the right dog for their own life. Они никогда в жизни не поймут, насколько сложное, насколько комплексное решение это правильно выбрать собаку для их собственной жизни. And it is also important for breeders to educate themselves. И еще один момент. Очень важно для заводчиков образовать самих себя. In many countries, it is compulsory to have a certain basic knowledge on DNA, hereditary, and other topics related to dogs. Во многих странах является необходимым требованием для того, чтобы стать заводчиком, иметь определенные базовые знания, касающиеся наследственности, генетики и других важных аспектов. But in case of gaining new knowledge, to learn something new, it is always the decision of the individual. Но в случае приобретения новых знаний для саморазвития это всегда решение конкретной личности. And that's why I am really, really happy, for example, about this webinar. Именно поэтому я действительно очень-очень счастлив, например, возможностью проводить вот этот вебинар. And I am really happy that in case of many real conferences, seminars. И я очень рад тому, что в случае многих живых офлайновых семинаров и конференций there is a very positive tendency in the number of participants. У нас очень такая позитивная тенденция в количестве участников. In some years ago, it was really complicated to organize a conference for breeders. Несколько лет назад было на самом деле очень сложно организовать конференцию для заводчиков. Because many people thought that, oh, I've been a breeder for 10-15 years. Потому что многие люди думали, я уже заводчик 10-15 лет. What could I learn after such a long period? После такого длительного периода, чему еще новому я могу научиться? And luckily, this mentality has started to disappear. И постепенно во многих местах этот менталитет, этот подход начал растворяться. Because science changes all the time, for example. Потому что наука меняется, идет вперед все время. And there are many other reasons why it is important to educate yourself. И есть много других причин, почему самообразование для вас, для нас так важно. So after this whole lockdown period disappear. И после того, как наконец закончится этот полный локдаун и карантин. Please keep on studying and learning about. Продолжайте, пожалуйста, продолжайте учиться. Whatever source you can reach. So. Неважно, к какому источнику вы сможете припасть. It is very important, really important. Важно. And the education of okay, I talked about the education of the general public and breeders. Итак, мы поговорили об образовании обычной публики и об образовании заводчиков. But the education of those ones who are related to animal welfare
activities. Но образование тех, кто связан с зоозащитными организациями, деятельностью их, It would be really, really important. тоже было бы очень-очень-очень важно. I do respect people that they are sacrificing their free time and their capacity Я уважаю людей, которые посвящают все свое свободное время этой деятельности. to help dogs in their very bad condition or situation or whatever. Чтобы, например, помочь людям, собакам, которые находятся в плохих условиях, или у них проблемы со здоровьем и так далее, так далее. But good intention is never enough. Но никогда хорошее намерение не является достаточным. You need to have professional knowledge about dogs, about behavior, about biology. Помимо хороших намерений, вам нужны, золотые слова, профессиональные знания касаемо поведения собак, касаемо их здоровья, касаемо их наследственности. And in many cases, I see statements from animal welfare activists. И во многих случаях мы слышим утверждения зоозащитных активистов, Where it is obvious that they have really missed some kind of deep knowledge about dogs. И эти утверждения очень явно демонстрируют, что эти люди пропустили, и у них нет каких-то базовых глубоких знаний относительно собак. The sad thing in education is that we have a lot of materials. Базовая основа образования заключается в том, что у нас очень-очень много материалов. We have a lot of publications, books, blogs, articles, whatever. У нас множество публикаций, книг, статей, чего угодно. So you really have, it is not a problem. If you want to study, you can. Поэтому это не проблема. Если вы хотите чему-то обучаться, что-то изучить, вы можете, вы имеете эту возможность. And it's sometimes a problem that when we have a new scientific result, иногда проблема заключается в том, что когда у вас есть некий новый научный результат, there is a misinterpretation in the abstract of the study. Происходит не всегда правильное толкование в извлечении, в пересказе этого исследования. And it can have an effect on it can cause bad practice in real life. Собственно, неправильная подача материала может привести к... And I can't emphasize enough times that the education of everyday dog keepers is very important. И, наконец, я никогда не устану подчеркивать, и никогда не будет достаточно хорошо подчеркнуто, что образование обычного владельца собаки очень важно в нашей жизни. You could easily say and ask that why to care about everyday people? We are breeders, we are breeding dogs. Вы можете говорить, и мы часто это слышим от заводчиков, фу, зачем мы должны думать об образовании обычных простых людей, мы заводчики, мы разводим собак. But because people don't know how to properly raise up and keep a dog, но по той причине, что вот эти самые обычные люди не знают, как правильно вырастить и как правильно обучить собаку, they will cause behavioral and health problems for their dogs. Они создадут поведенческие и проблемы со здоровьем этой конкретной собаки. And in many times, this blame falls back to the breeders. И в очень многих случаях эти обвинения вернутся к заводчику. Or in many cases, these, as I told you, in many cases, lawmakers would like to solve these problems with punishing the breeders. И, как я вам уже говорила, во многих случаях писатели законов решат устранить эти проблемы путем ограничений или наложения каких-то запретов именно на заводчиков. And meanwhile, these lookalike dogs are nothing to do with registered responsible breeding at all. А в то же время вот эти вот похожие собаки, породы-двойники, они не имеют ничего общего ни с породами, ни с разведением, ни тем более с ответственным разведением.
And in case of education, educating the general public, it is complicated for many reasons. И если говорить об образовании, просвещении вот этой вот обычной публики, по многим причинам эта вещь очень сложная. One is that the breeder society is separated, segregated from the general public. И первая из этих причин, проблем заключается в том, что сообщество заводчиков очень отделено, изолировано от остальной публики. For many years, the breeder society thought that, okay, we are the breeders, you are the everyday dog keepers, we don't need to cooperate that much with each other. В течение многих лет по разным причинам заводчики думали и декларировали, что окей, мы заводчики, а вы простые владельцы собак, нам не так уж нужно с вами так сильно объединяться и сотрудничать, как... But this communication and education towards the general public needs to be started, and it is happening in many countries. It is very important. Но вот это образование, вот эта коммуникация с обычной публикой, с обычными владельцами собак, ее нужно обязательно начинать, и во многих странах она уже начинается. And it is, I collected some domestic issues related to the dog world, the breeding society. И тут вот я собрал некоторые домашние обязанности, касающиеся нашего заводческого сообщества. And we are talking about the solution, what to do with this current situation. И мы говорим о решении, о том, что делать с этой нынешней ситуацией. This negative attitude, this negative reputation of pedigree dogs should be changed. It needs a rebranding. Прежде всего, негативная репутация чистопородных собак должна быть изменена. Мы нуждаемся в ребрендинге. And during this process, it is really important not to concentrate on keeping up appearance, but keeping up quality. И в течение этого процесса нам нужно сконцентрироваться не только и не столько на поддержании внешнего вида, но и на поддержании качества. What I mean with this, I mean that if we say that a kennel name is about quality, Мы говорим, что заводская приставка это означает качество. And with quality I mean responsible breeding. А под качеством я подразумеваю ответственное разведение. And it means an activity where a breeder does his or her best to have a really healthy puppy. А под ответственным разведением мы подразумеваем то, что заводчик делает все, на что он способен для того, чтобы иметь по-настоящему качественного и здорового щенка. Then it should happen like this. Это именно так и должно происходить. It is important to know. I know that there are people who don't think on the long run. Я знаю, что есть люди, которые не любят думать далеко вперед. And it is a general rule that if you only focus on your immediate benefits. Но это общее правило, которое заключается в том, что если вы фокусируетесь только на ваших вот сейчас, здесь и сейчас, сиюминутных выгодах и преимуществах, you will cause harm for the long run. Вы нанесете вред своему будущему. It is a very, very big and very complex topic. Это очень большая и очень такая сложная, комплексная проблема, тема. Back from the day when I was the general manager of the Hungarian Kennel Club. Но если возвращаться к тому дню, когда я был исполнительным директором Венгерского киноклуба, I saw many cases, really ugly cases. Я видел много случаев, по-настоящему уродливых случаев, where people with kennel names, когда люди с заводскими приставками, they forged pedigrees. Они подделывали родословные. They forged health tests. Тесты на здоровье. Or
the father of the litter was a completely different dog. Когда отец, допустим, помета был совершенно другой собакой. And there, Here, when we know these cases, it's everywhere. yeah. I just want to give some examples what I'm talking about, keeping up the appearance, because if you say that, if you want to tell the general public that breeders can be trusted and breeders are following responsible breeding procedure, you cannot have these cases. Так вот почему? Значит, тут он говорит об этих случаях подделок. Я говорю, что у нас такого тоже много. Это не в одной Венгрии это проблема. Он говорит, почему я привожу этот пример? Потому что если мы говорим, что заводчикам можно верить, и что если есть приставка, то это ответственное разведение, то нам нельзя иметь таких случаев. Нам нужно избавиться от них. Such situations completely destroy the reputation of the whole breeding society. Такие ситуации полностью разрушают репутацию всего нашего сообщества. And we are talking about what the general people think. А мы говорим о том, что думают о нас обычная публика. It is also an important thing to preserve the gene pool of certain breeds. И еще одна важная вещь – это сохранять генетический пул конкретной породы. And I'm talking about the health aspect. И мы говорим о здоровье. It is a complex topic, and as I told you, you will have a genetic webinar later. И, как я вам говорил, у вас сейчас будет еще генетический вебинар. It is really important to handle all the genetically inherited problems on a professional way. Но очень важно распоряжаться и решать генетические проблемы на очень профессиональном уровне. And we go back to the education of breeders and the decision makers within the breeder society. И возвращаясь к образованию заводчиков и людей, ответственных за принятие решений внутри кинологического сообщества. I've heard stories from different countries. Я слышала истории из разных стран, where different breed clubs set up really strict regulations on breeding. Что некоторые породные клубы устанавливали очень жесткие, реально очень жесткие правила касаемо разведения. Because they wanted to show that they really care about fighting the genetically inherited diseases matters. Потому что, они думали, что они заботятся и борются с генетически наследуемыми заболеваниями. But it is really, really likely that in some years, in those populations, they will face really serious genetic problems. Но результатом с очень большой долей вероятности будет то, что совсем скоро они в этих своих породах столкнутся с очень серьезными проблемами именно генетическими в своей популяции. Because the registered population will drop, the number of registered dogs will drop. Количество зарегистрированных собак, зарегистрированная популяция резко уменьшится. They will have a narrowed gene pool. У них очень сильно сузится генетический пул. And thanks to the bottleneck effect, they will have more problems than before. И согласно эффекту бутылочного горлышка, они столкнутся с гораздо большим количеством генетических проблем, чем те, с которыми они пытались бороться изначально. And it is a good question, who are the ones who are responsible to start all these changes which are necessary for a better reputation. Итак, хороший вопрос. Кто должен отвечать за то, чтобы были начаты вот эти изменения, которые приведут к улучшению нашей репутации? And it is always a general human thing. И это всегда такая обычная, общая человеческая вещь. That we want someone to do something. Что мы хотим, чтобы кто-то сделал что-то. Just please leave me alone. I don't want to do anything at all. Я не хочу сам ничего делать, но ты, пожалуйста, сделай что-то. So, to solve such complex things, Но для того, чтобы решить настолько сложные и многообразные проблемы, it is the responsibility of everyone on every level. Это возможно сделать только если это будет ответственность каждого на каждом конкретном уровне.
It is the responsibility of the individual. Это ответственность каждой личности. And it is also the responsibility of the different organizations. Это также ответственность различных организаций. It will never happen that only one person or one organization will solve all these problems. Не будет так, что только один человек или одна организация решит все эти проблемы. And this is a promotional slide. И это вот такой рекламный слайд. I used to have, and that's not used to have, I have this publication with the name Restoring the Reputation of Purebred Dogs. У меня вот есть такая публикация под названием «Восстановление репутации чистопородных собак». It is a long one. Она длинная. It was partly published in the USA. Она была частично опубликована в Соединенных Штатах. And probably after that, they thought it is a bit too a tough topic. And after that, I put the articles on my English blog. Потом они решили, что это немножко такая жестковатая тема, и я это использовал как главу своей книги. I put the link here. If you want to get into this topic deeper, just to know what problems there are. Если вы пройдете по этой ссылке, вы можете почитать. Just feel free to read it. I haven't finished. There are 2 or 3 articles to be completed. Но он еще не закончил, там еще надо дописать 2-3 статьи. And just to sum up, to conclude the whole topic of breed preservation. Ну и для того, чтобы сделать выводы, подвести некие итоги и как-то систематизировать всю тему касаемо сохранения пород. In many countries worldwide, breeders are under attack. Во многих странах всего мира заводчики находятся под ударом. They are blamed for a lot of dog welfare problems. Их обвиняют во множестве проблем, связанных с благополучием собак. And animal welfare organizations and decision makers, I mean lawmakers. И зоозащитные организации, так же как и люди, принимающие решения, то есть те, кто пишет законы. They think that putting strict regulations on breeders will solve everything. Они думают и считают, что установление строгих правил и ограничений для заводчиков что-то решат. So this negative image, this negative reputation should be changed. И вот этот негативный образ и эта негативная репутация должна быть изменена. Breeders and purebred dogs can contribute and do contribute to the society. Заводчики и чистопородные собаки могут и в реальности вносят положительный вклад в общество. And the existence of the predictability of breeds. И существование предсказуемости пород. It is very important for the animal welfare problems and to fight against those problems. Является очень важным для решения проблем, связанных с благополучием животных, и для борьбы с этими проблемами. So communication and education is really important. И, соответственно, коммуникация и образование приобретают огромное значение. To explain people why breeds are important. В процессе того, как решение задачи, так как объяснить людям, почему породы имеют значение. How they contribute to the society. Как они вносят, как они приносят пользу обществу. And another very important aspect that breeders need to protect the population number. Еще один важный аспект – то, что заводчики должны защищать количество популяции. Because it is important to keep the gene pool healthy. Потому что очень важно поддерживать генетический пул здоровым. And breed preservation and everything related to it is not really a one-man show. И сохранение пород, и все связанное с этим, это не выставка одного человека.
Everyone related to it needs to take its own part. Всякий, кто с этим связан, должен взять это и работать над этим. If breeders are really enthusiastic, если по-настоящему энтузиасты, полны энтузиазма, and the breed club is not a good partner, а при этом породный клуб не является для них хорошим партнером, it will not work. Это не будет работать. And the same is true in case the breed club would like to do something, just some kind of improvement. И то же самое случится, если, наоборот, породный клуб будет хотеть сделать что-то хорошее, какие-то исправления. And breeders don't cooperate, it will not work either. И при этом заводчики не будут сотрудничать, это тоже не приведет ни к каким хорошим результатам. So there are a lot of problems going around in the world against breeders and pedigree dogs. Итак, во всем мире очень много проблем, которые концентрируются вокруг заводчиков и чистопородных собак. So it's a mutual interest of everyone to поэтому это общий интерес каждого из нас. To work on the solution. Работать над решением этих проблем. And before I say goodbye for today, this is a big surprise. We have some questions to be answered, and then we can announce our follow-up webinar. Господин Силаков, wait a moment. Я прошу вас больше это вот не посещать, если вас это так раздражает. Зачем? Что вы здесь делаете? Okay, some questions. The question is about the previous webinar, and I think you will answer. They ask for the advice about using the Kennel brand. So you can say about your follow-up webinar for May 16. Yes, May 16. Yes. Say it. Yeah, you mean sorry. So you want me to announce the webinar follow-up? Mm-hmm. So those ones who were here 2 weeks ago, I had the Canin marketing presentation. It was really, it was long, but still it was a really short presentation, and you had a lot of questions. Thank you so much, first of all, for the really positive feedbacks. And we decided to have a follow-up webinar in 2 weeks. Mm-hmm. Аттила, thank you for thinking so well about my memory, but okay, I will translate this. Итак, значит, вот на вопросы по прошлому семинару мы сейчас отвечать не будем. Он говорит следующее, что вебинар был длинный, он затронул много аспектов. Мы увидели, что вас эти темы волнуют, что у нас было очень много вопросов, на которые мы не успели ответить, несмотря на то, что провели достаточно много времени в эфире. Поэтому мы решили сделать еще один вебинар, он будет 16 мая. И Аттила предлагает вам все вопросы, которые у вас остались по теме маркетинга питомника, суммировать. Which date is a deadline for sending the questions? I think it would be good to when we, I don't know, in some days, because I would like to prepare a completely new presentation. Okay, we give 5 days. Will be okay, yes. Okay. Значит, в течение 5 дней мы от вас будем принимать вопросы на все темы, которые вас интересуют касаемо маркетинга питомника. И к 16 мая Аттила нам приготовит совершенно новую презентацию с ответами на все ваши вопросы, и мы еще раз поговорим на эту тему. Значит, пожалуйста, Саша, напишите нам, пожалуйста, тот адрес, на который можно присылать вопросы. Вот, собственно, это был такой анонс. Мы думаем, что мы вас порадовали. Then about today, your personal reaction in the case if someone will approach you and will start to state that everybody has to take dogs from shelters. Your first answer and first reaction. That was my first reaction. This is the first thing. So, the thing is,
a shelter dog, it is really good to take a dog out of a shelter, but it is not good for everyone. I will explain, because I had such a conversation recently. Он сейчас объяснит. Он говорит, что, в принципе, конечно, само намерение и вообще взять собаку из приюта, спасти собаку, это хорошо. Но это подходит далеко не каждому. Он имел неоднократно такие диалоги, и он сейчас объяснит, что он отвечает в этих ситуациях. In case of many shelter dogs, they have behavioral problems. You have to fix their behavior first of all, and it is not good for everyone. Значит, во-первых, если речь идет о собаках, которые берутся из приютов, большинство этих собак имеет очень серьезные проблемы с поведением, и вам надо уметь эти проблемы решать. И это далеко не каждому подходит, и не каждый может с этим справиться. And the other thing, on the long run, if you think about the long run. И другой момент, если вы думаете о будущем, ну, как бы, если вы думаете далеко вперед. If there is a huge population of shelter dogs in a country. Если в стране много собак приютских, you should work on why people abandon their dogs. Вам нужно подумать о том, почему люди выбросили, отказались. Because, okay, you can force people to pick up dogs from the shelter. Хорошо, вы можете заставить, уговорить людей брать собак из этих приютов. But it will not solve the reproduction of abandoned dogs. Но это не прекратит вот это вот воспроизведение собак выброшенных, вот пополнение. And a very important thing that not many shelters are talking about. И еще одна очень важная вещь, о которой далеко не многие приюты говорят. That people adopting dogs from shelters, they take dogs back to shelters. Что люди, которые усыновляют, берут собак из приютов, они их очень часто возвращают обратно. Because the dog was not that happy. Потому что собака не была счастлива. It had behavioral problems. Потому что у нее были поведенческие проблемы. It caused harm in the house, etc. Потому что она нанесла ущерб дому, собственности. So it is a very, very trendy thing and a very positive thing to do some good, to adopt a dog. Это очень такая модная сейчас вещь, она, в принципе, позитивная вещь, чтобы вот сделать что-то хорошее, забирая собачку с приюта. But it is not that simple and not that easy. Но это далеко не так просто и легко. This is my answer after my first reaction. Это мой обычный ответ после моей первой реакции, которая была, что глаза вытаращила. It often happens that the breeder is looking for a couple for his dogs, looking at the titles to make the pedigree look better. Is it the right way or not? If you remember, I had my presentation about show titles and selection last year in Moscow. I had a whole presentation about this, and look, it is something which is using show titles is a very easy ranking system just to see. To have an idea about the quality of the dog, but show titles are not inherited, and this is the problem. У нас, говорит, в Москве была целая презентация на эту тему, поэтому не будем ее все целиком повторять. Но в общем и целом, конечно, шоу-титул — это очень такая простая система ранжирования, но не надо забывать, что шоу-титулы не наследуются. So show titles are important, but you cannot use just exclusively show titles to decide about a selection. In my point of view. Точка зрения заключается в том, что выставочный титул имеет определенное значение, но они не должны становиться единственным основанием для выбора.
The question about your statistic. You took the number of purebred dogs from the XXI website and the number of general population. Where from they were? From the kennel clubs, because the kennel clubs each year they need to send data about their registration numbers and the expected the approximate amount of dogs in the country. Of course, these numbers are, we don't really know in each country how many dogs there are. We have just a guess, a rough guess. Ну, мы на самом деле просим, когда, ну, действительно так, Наталья, все киноклубы, когда отправляют статистику в XXI, приводят примерное ожидаемое количество, но в открытых источниках в каждой стране обычно есть примерное количество статистическое грубое, сколько всего в стране собак. И, в общем-то, опираются именно на эти цифры, предоставленные теми же, собственно, киноклубами. Which were your reaction, your actions when you made these false pedigrees or litters when you were the manager of the kennel club? I followed the regulations of the Hungarian Kennel Club and the FCI. Just, you can't do anything else. Just, следовал правилам венгерского кennel-клуба и ФЦИ, что еще я мог сделать? Can I share this link? Люди спрашивают, можно ли... The question is, can I share this link on my Facebook page? I think it is about the link to your article. Oh, thank you so much for sharing. The question is about your first webinar. Will it be recorded or and available for everybody, or we will keep it only for the immediate listeners? Do I need to? I don't know. I don't know. It's your decision, because your kennel marketing, for example, we can put it for everybody online, or we can keep it. Yeah. Da? Are you sure? I think yes. I think yes. So. Why not? Okay. How do you think if the dog ownership will be obligatory licensed? Could it help to solve the problem? Part of the problems. Part of. Может быть, I think this kind of dog license is always a topic in many countries, and for some people it would work and for others it wouldn't, because not many people follow rules. It should be, yes, because, for example, the basic example, at least in Europe, yes. Look, in many countries it is legally forbidden to kill others or steal from others, and the jails are full of people. So don't tell me that regulations work all the time. The problems, Он говорит, что какую-то часть проблемы это, наверное, поможет решить, но далеко не все проблемы, потому что, ну, кстати, во многих странах, он говорит, есть уже, ну, какие-то обязательные минимумы, которые должен сдать владелец собаки. Но посмотрите, во многих странах, во всех странах убивать людей запрещено, и воровать тоже запрещено, а тюрьмы переполнены, поэтому поскольку не все люди соблюдают правила, не говорите, что ужесточение правил решит проблемы. How do you think if the purebred dogs cost more, does it help to avoid abandoning these dogs and getting these dogs to shelters? You mean that if you people will not get rid of something that they paid for a lot. Yeah. It's more likely, and actually in many countries, not in many countries, but for example, the FCI registered dogs can be tracked back. They have a tattoo number or they have a microchip. What? They are registered. These dogs are registered. If you have a dog in a shelter microchipped, you can track back that dog. You know what I mean? If I find a dog on the
It's not that case. The case is if they cost more, does it protect them? The higher price. Yes. I think it probably does not help to avoid abandoning a dog, but the way how you abandon a dog will matter. Because if I pay a huge amount of money for a dog which attacked my family 3 times, which destroyed my living room 2 times, and I don't want to go to struggle with fixing the behavior of the dog. I want to get rid of that dog. But because if it's a registered dog, I will not take it to the woods to tie to a tree or beat up the dog to death. I will go to a shelter. But it depends on a lot of things. It can be a kind of protection for the dog because it costed a lot of amount, but a problematic dog can cause a lot of trouble for a family. Ну, значит, ответ такой. Во-первых, собак уберегают определенным образом все-таки то, что зарегистрированные собаки имеют не только ТНАП, зарегистрированная собака имеет микрочип. Соответственно, если она теряется или если она куда-то попадает, ее проще вернуть владельцу. Кроме того, высокая стоимость щенка, то есть если ты купил собаку за дорого, да, и потом собака тебя не устраивает, поведение, громит квартиру, нападает на тебя, то есть ты за нее дорого заплатил, и если она чипирована, зарегистрирована, больше шансов, что ты ее не привяжешь к дереву, а попытаешься сначала там продать, вернуть заводчикам или хотя бы отдать в приют. То есть, ну, какая-то форма защиты может быть, да. Так, я перейду, спасибо за... Okay, Аттила, thank you so much for the opportunity to listen to you in the face of pandemic. Very interesting, and of course to Екатерина for high quality translation. And just thank you. As a question, how to cope with the goal to have the breeders registered in the KC, certified and complying all the rules and the income of the KC, and also the risk of many start to breed outside the system. Any broad map idea? Человек спрашивает, как все-таки сделать так, чтобы собаки разводились внутри кинологклуба. Could you read it again, please, because I have lost. Just open the section of question mark and read the last question. It is a little bit chaotic, so better to read with eyes. Okay. Go to the business in the case of certified and complying. Last one. Yes, it is an interesting thing how you can motivate people to belong to the system, and you need to give them something beneficial just to make their lives easier if they go there to go under the registration process. May I translate for Russian speaker? Он говорит, это вообще на самом деле интересный вопрос, как все-таки мотивировать людей соблюдать правила, работать внутри кинологклуба, и вы должны все-таки дать им какие-то преимущества, какие-то бонусы за то, что они занимаются вот этим, то, что они регистрируют щенков и соблюдают все ваши правила. So it is a really complex thing because it depends on, for example, on the society. If general people want to buy a dog with or without registration. Вообще, конечно, это во многом зависит от ситуации в вашей конкретной стране и от запросов вашего общества. И главным образом от того, обычная публика, она все-таки что хочет покупать? Хочет ли она покупать собаку зарегистрированную, собаку с If general people don't understand why the source of a dog is important, they will not care if they buy a registered or an unregistered puppy. Если обычный человек, обычная публика не понимает, что источник, откуда вы приобретаете собаку, имеет большое значение, то, соответственно, нет никакого стимула приобретать именно зарегистрированную. So promoting being a part within a kennel club is not a
not a thing with one recipe. It depends on more things. Поэтому пропаганда, продвижение идеи важности того, чтобы человек принадлежал к национальной кинологической организации, это не один действующий для всех рецепт. Это такая тоже комплексная история. I think, yeah, I could talk about it for a long time, because in many cases, hours and hours. yes, because in many cases, if a regulation is too strict for the breeders, он думает, что он думал бы об этом говорить достаточно долго, потому что во многих случаях, когда правила для заводчиков слишком or they строгие, don't understand, if the communication is not good, if the breeders don't understand why they should bother about further administration, etc., they will not bother, probably. И, соответственно, если коммуникация недостаточно хорошо выстроена, и если заводчики не понимают, почему они должны заботиться о каких-то там аспектах административных, они не будут. But it is a really a complex topic. Why people join a kennel club, or why they leave the kennel club, what their motivation is. Такая сложная и интересная тема. Почему люди присоединяются к кennel-клубу, или почему они покидают kennel-клуб, почему они считают важным для себя там находиться. Здесь много аспектов, это интересно было бы абсолютно. Так, коллеги, если у нас есть еще там 1-2 вопроса, мы можем на них ответить, а потом мы, наверное, отпустим. Thank you so much to the organizers and to the speaker for a very interesting and very actual webinar. They were gold words said by you, especially about everybody is waiting for somebody to do something for him. Yes, and I just translate the question and the thinking. And you are right, Аттила, everybody has to start from himself. Then, many thanks. There were a lot of interesting and useful lecture for me. Thank you for the webinar. It is, yes, they agree with you. They saying that in the shelter, it's not often that the future owner will be told that the dog, this crossbred dog, can cause problems in the future. They say that everything is okay, you can take. Okay, thank you. Can I go? If you like, if you like, you can stay with us. I have serious, not serious problems, but it will be serious soon. So thank you for the audience. Thank you for the feedbacks. And it is really hard to talk to myself for hours without seeing any real reactions. And thank you for your comments and reactions. Enjoy the next presentation about the genetics, and see you in 2 weeks. And please write your questions about kennel marketing. Итак, значит, спасибо вам всем. Не очень просто говорить вот так вот, не видя аудитории, поэтому большое спасибо вам за реакцию, за ответы, за вопросы. И теперь готовьтесь. Look, they write to you even in Hungarian. Just translate to me. Wait. In the chat section. Thank you very much. Köszönöm. Nagy én is köszönöm. Вот, значит, yes, he's great. Итак, готовьтесь, через 2 недели мы снова с вами, и, соответственно, будем опять говорить о маркетинге питомника. Thank you very much, dear Аттила. It was great. Thank you. Have a good weekend, everyone. See you in 2 weeks. We will do our best to enjoy. Bye. Да, значит, у нас мы даем слово нашему спонсору. Я тут немножко... Да, Аттила всегда просто
Прекрасно. Да, благодарим Аттилу. Пока мы ждем 4 часов. Да, ждем 4 часов. Я думаю, что Мария Николаевна, она уже готова выйти в эфир, так что мы можем начать раньше. Нет, я думаю, не стоит так делать, потому что есть люди, которые готовились именно специально к ее вебинару. Ждут ее вебинара, я понял. Мы можем вывести Марию Николаевну в эфир, но начинать... Да, ну мы, собственно, пока сейчас проведем блок Royal Canin, пока мы выведем Марию Николаевну в эфир, проверим все технические наши возможности и начнем тогда действительно в 4 часа. Да. А пока я действительно тоже хотел подтвердить все золотые слова, которые были сказаны. Почту нам для вопросов к следующему. Да, я еще раз сейчас продублирую свою почту в разделе «Чат». Аттила строгий, еще что хочу сказать. Аттила, в отличие от Яны Невской, очень строгий. Если он сказал 5 дней, то это значит, что точно вопросы присланы. Не днем больше. Он рассматривать не будет. Потому что он хочет презентацию приготовить. Поэтому думаем сейчас. На это время нужно, конечно. Сейчас, Для того, чтобы подготовить презентацию, нужно время, естественно. Это не делается за 5 минут. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, в раздел «Чат». Сейчас я там повторил еще раз свое сообщение с указанием моей почты. Обязательно в теме письма пишите вопрос для Аттила. Я их скомпоную, собственно, и тогда мы их отправим. Что хотел сказать, действительно, очень-очень тут весь доклад, всю презентацию Аттилы можно разложить на кучу огромных таких золотых слов, фраз. И тоже Анна здесь написала в чате о том, что каждый ждет, что за него что-то сделают. На самом деле не надо ждать, нужно всегда начинать с себя. И, по большому счету, я вижу всю нашу аудиторию. Я присутствую на каждом вебинаре. На каждом вебинаре не выхожу, но на каждом вебинаре я присутствую и смотрю, что происходит в чате. И очень впечатлен, и благодарю всех, кто... Аудитория, на самом деле, составляет 99,9% таких ответственных людей, фанатов своего дела. Обязательно начинать действительно нужно с себя. И, наверное, помимо того, что какие-то рекламные вещи выкладываются в своих соцсетях, я думаю, что постепенно нужно увеличивать количество тех публикаций, которые призывают к ответственному отношению, к ответственному разведению животных, к тому, какие инструменты вы используете для того, чтобы сделать будущих владельцев ответственными. Как правильно подбирать владельца, как стоит отказывать многим, кто действительно идет на поводу каких-то трендов, каких-то еще тенденций в мире, чтобы действительно щенки попадали только в нужные, ответственные руки. Мало кто будучи просто в прошлом ветеринарным врачом, я прекрасно знаю, что большинство из них, многие даже, наверное, не большинство, а некоторые из них не задаются вопросом, а зачем им собака? Сколько денег она будет, сколько денег потребуется на ее содержание, на прививки, на регулярные визиты к ветврачу. Аттила тоже правильно сказал, что в долгосрочной перспективе можно кормить, сегодня можно кормить чем угодно, в долгосрочной перспективе это может сказаться и на здоровье животного, и так далее. И здесь вот я снова, наверное, повторюсь, уверен, что большинство из вас видели уже эту презентацию, я ее показывал на предыдущем вебинаре Аттилы. Проактив, что это такое, это действительно знания, навыки, это управление племенной деятельностью, просвещение. Мы на самом деле открыты для вас, и этот партнерский проект «Ответственное собаководство», если вы видите и понимаете, что вам не хватает каких-то инструментов, как коммуницировать с будущими владельцами, что вам не хватает, у нас есть различные возможности, предлагайте свои идеи, мы можем работать вместе с вами, чтобы доносить актуальную информацию, в том числе и для будущих владельцев, потому что у каждого из нас, и у Royal Canin, и у РКФ есть свои официальные страницы, на которых мы публикуем действительно важную информацию не только для профессионалов, но и для будущих владельцев. Очень важно, что, и снова возвращаясь к
словам Аттилы, что если болеет животное, куда в первую очередь идет владелец, либо идет кто-то там, ну, из владельцев, наверное, да. А у нас открывается интернет, Яндекс, Google, любой поисковик, начинает искаться ответ на вопрос, пользуются люди форумами непонятными, где, возможно, непроверенная информация, поэтому очень важно, чтобы до людей доносилась информация о первоисточнике, о том, что информация действительно проверена, она актуальна, и ей можно пользоваться, как профилактировать заболевания, как нужно вести себя в том или ином случае. Очень хорошо, что вам, как ответственным заводчикам, звонят владельцы ваших же щенков и просят вашего совета. И очень здорово, что вы даете важные и нужные советы. Я прекрасно понимаю, что ветеринария во многих регионах может оставлять лучшего. Очень важно находить своего единственного врача, который помогает вашему питомнику, так сказать, так называемый семейный врач, наверное, куда вы можете без зазрения совести и с полной уверенностью, что там животному помогут, отправлять. Ну, это очень хорошо, что вы не теряете всю эту коммуникацию с владельцами. С нашей стороны, ну, помимо того, что у нас есть вот такой прекрасный проект, как «Ответственное собаководство» с РКФ, у нас есть большое количество образовательных мероприятий для ветеринарных специалистов. Мы понимаем, что уровень образования ветеринарных специалистов, он очень сильно отличается от европейских стандартов, и мы прикладываем большое количество усилий для того, чтобы помогать ветеринарным врачам. Те же самые семинары, конференции, вебинары, они проходят. Поэтому не нужно оставаться при мнении, что ветеринария сейчас очень плохая, что я быстрее помогу сам. Ветеринария с каждым годом становится лучше, лучше и лучше. Вспомните, какими были ветеринарные врачи 5, 10, 15 лет тому назад. Занимались ли собаками и занимались ли кошками. Действительно, ветеринария сделала сейчас огромнейший шаг. И мы со своей стороны, тоже для заводчиков, у нас на глобальном уровне уже есть генетические тесты, в ближайшей перспективе, скорее всего, не появятся и в России. Будем помогать вам в этом отношении. И что касается вот всех вот этих вот пунктов, что указано здесь на слайде, это знания и навыки, обращайте внимание на все те расписания, которые есть в открытых источниках. У нас есть отдельный проект College Pro. В ближайший месяц май, а не ближайший, а текущий месяц мая у нас посвящен ортопедии. У нас будет 2 вебинара с Ильей Середой по заболеваниям опорно-двигательного аппарата собак. Обратите внимание на это. Если кому будет интересно, можете подсоединяться. Что касается питания. Позиционирование компании Royal Canin, вы прекрасно знаете, что мы не идем на поводу у трендов, мы за нутриенты, мы за кормление с учетом индивидуальных потребностей, истинных потребностей животных, поэтому ну, здесь небольшой такой, я не стал делать большую презентацию, вся эта информация, собственно, для вас, что для каждого этапа жизни животного есть определенное диетологическое решение. Если мы говорим о репродуктивных животных, у нас есть продукты HT42D. Здесь, к сожалению, только указана пока одна упаковка для собак мелких пород. Есть и для крупных пород. До 42-го дня беременности, чтобы животное не набирало вес, при этом он обогащен и фолиевой кислотой, то есть дополнительно не нужно давать витамин группы В для профилактики расщепления верхнего неба. С 42-го дня беременности мы переводим животное на продукт стартер в зависимости от размерной категории, от мини до giant и до окончания лактации. Также этот продукт будет являться первым прикормом для щенков. Что касается самих щенков, у нас есть заменитель молозива, это Папи Протек, обогащенный и мальтодекстрином, и содержит гипериммунояичную муку для формирования правильного иммунитета.
В остальном я на всякий случай прикрепил QR-код. Если вы все-таки сейчас находитесь у ноутбука либо у компьютера, вы можете с помощью смартфона считать этот QR-код и посмотреть, какие продукты для профессионального использования у нас есть. Я, собственно, тогда здесь не буду сильно рассказывать. Если есть вопросы, вы их адресуйте, пожалуйста, во вкладку «Вопросы». В чате что-то тоже было, я на это постараюсь ответить. Сейчас предлагаю вам сходить, налить кофе, принести еще дополнительно бутерброды, попкорн и все, что вы предпочитаете, может, тут нарезку сыра или еще что-то. И мы с вами продолжим. А я сейчас пока выхожу из эфира и буду выводить Марию Николаевну в эфир дистанционно. И сейчас у нас Мария Николаевна Соцкая. Да, да, поэтому я с вами не прощаюсь, я параллельно буду отписываться в чате. Все, всем хорошего продолжения эфира.